Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какая женщина скоро будет с вами, будет в вашей жизни? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями и продолжаем знакомиться. Напишите, пожалуйста, в комментариях, что для вас самое важное в отношениях. Это любовь, допустим, характер женщины, это постель, либо еще что-то. Вот что именно в отношениях для вас важно. И смотрим, в каких энергиях вы сейчас находитесь. Ну и здесь даже без объяснений. Вот без объяснений, да, вот просто первая карта говорит сама за себя. То есть состояние, ну, не самое лучшее, это я так мягко говорю. Это переживания. Могут переживания проигрываться абсолютно по разным поводам, да, поскольку мы помним, что это не личный, а общий расклад, уже запуталась. Смотрите. Это могут быть переживания и по поводу финансов. У кого-то это переживания по поводу, допустим, смены работы, проблем в личной жизни, развода, разрыва. Ну, то есть такое очень и очень негативное, упадническое настроение. Опять же, я еще раз повторяю, как обычно я говорю в своих видео, что у некоторых из вас это состояние проигрывается вот сейчас, оно длится. А у других же может проигрываться, что вот-вот недавно это было, вот вы уже выходите. Но такое состояние однозначно либо же было, либо сейчас. Это может еще говорить о состоянии какой-то апатии, когда потерян смысл жизни, когда потеряно, ну вот скорее всего это касается семьи. Это состояние, ну чаще всего, я думаю, будет проигрываться у тех, кто потерял любимую женщину, кто потерял семью, кто не может видеть своих детей так часто, как хотелось бы, либо же женщина вообще не разрешает видеться с детьми. Довольно часто, к сожалению, женщины вот именно через детей наказывают мужчин. Это, конечно, очень неправильно. Наказывают тем, что не дают просто видеться. И тем самым делают хуже и детям, и мужчине, соответственно. Вы такой человек, вот опять же, вы в принципе всегда твердо стояли на ногах, да и сейчас вы твердо стоите. Вы лидер. Вот если так по-честному, вы лидер по натуре. Другое дело, что ну, вас просто заклевали вот эти вот женщины, ваши проблемы, как-то немножечко поопустили на землю. И вы, ну знаете, вот я даже не знаю, какое слово подобрать. Вот вы стали как будто играть другую роль вообще в жизни. Да? У вас, вот знаете как? Нет, не так. У вас пропала охота что-либо делать. Вот сильный мужчина, но у которого нет стимула в жизни, у которого нет мотивации, у которого нет смысла в жизни. Вы человек, который всегда жил для семьи. Вот для детей, для жены, да, вот как-то вроде бы и сильный мужчина, казалось бы, да, но вы настолько вот становитесь таким вот добряком именно вот в семейном кругу. Вот вы ради женщины, ради детей готовы, ну просто все, ну последнюю рубашку снять, да, вот я уже не раз говорила это в своих раскладах, ну довольно часто вот сигнификация повторяется, потому что, ну, меня, в общем-то, много постоянных зрителей смотрит. Вы любитель и дарить подарки, причем вам может даже нравиться вот это состояние, когда вы дарите подарок. Вам нравится, когда вот у женщины сияют глаза, да, когда она раскрывает, распечатывает ваши подарки, когда дети прыгают до потолка, папа подарил подарки. Ну, то есть вы такой вот человек, который вы больше вкладываетесь в отношения. Вы знаете, вот вы даже вкладываетесь как-то по жизни вообще бескорыстно. Причем вы такой не только даже на работе, вернее, не только дома, но еще и на работе. Вы вообще такой вот безотказный. Вас попросят, вы все делаете, вы всегда чем можете, поможете. Ну, такой вот вы добряк-добряк.
Хотя, когда нужно, вот бывают ситуации в жизни, когда вы можете и свою твердость показать. Ну, это скорее будут очень редкие ситуации. Но я думаю, по большому счету вы все-таки добряк, и из вас можно вить веревки. Женщина, которая была в вашей жизни, она, знаете, вот она осталась вроде бы и далеко. Ну, я имею в виду, она не с вами живет. Но, тем не менее, может проигрываться у некоторых из вас, что вы все-таки ждете, вот имеете какую-то надежду на примирение. А вдруг случится чудо, да, а вдруг она напишет, позвонит, а вдруг что-то наладится. Особенно это касается тех, кто вот, ну, не так давно развелся. Вы вот ждете это как подарок судьбы. Вы не очень-то уже в это и верите, но все равно вот этого чуда вы ждете, да, потому что, ну, в принципе, все мы в душе дети. И всем хочется верить в чудо, да, вот как на Новый год. Поэтому есть такая надежда, что а вдруг что-то наладится. Итак, смотрим, что же будет дальше в ваших отношениях. Смотрите, в вашу жизнь через некоторое время придет совершенно новая женщина. Это будет уже другая история любви. Это будут другие отношения. И, конечно же, вы вот вынесли урок из прежних отношений. Вот вы вынесли этот урок, вы будете... Вот поначалу вы будете очень осторожно относиться к этой женщине. Хотя она, вот знаете, она очень такая вот деликатная, она абсолютно будет, ну, не наглая. Она такая вот спокойная, вот по темпераменту она будет очень спокойная. Женщина интересная и внешне, женщина такая вот, знаете, ну, степенная, рассудительная. Она не будет суетиться, вот как девчонки 20-летние, которым надо потусить, куда-то бежать, постоянно куда-то мчать. Эта женщина вот именно для серьезных отношений будет дана вам в жизни. У каждого это будет свой период, да, вы часто пишете, когда же она придет. Я уже не раз вам объясняла в видео, что у каждого своя судьба и у каждого свой период. У кого-то она может и через месяц появиться, у кого-то и через полгода, у всех по-разному. Но я рада, что вы мне уже многие пишете, что в принципе сбылось то, что я вам говорила, даже в общих раскладах, что вы подобную женщину встретили. Я за вас рада. Смотрите, вот именно с ней это не будет какой-то, знаете, вот круговорот страстей. Это будет очень такая спокойная любовь. Это спокойные такие отношения. Причем я вам скажу, вам уже хочется вот таких вот спокойных отношений. Тем более, что с возрастом, ну, любому человеку хочется уже, ну, банального спокойствия. Напишите в комментариях, я права или нет. Ну, хочется реально, да? Это по молодости еще можно куда-то бежать, да, зажигать, все эти гулянки, тусовки. А чем старше становишься, хочется уже, может быть, побыть дома вдвоем, либо же просто спокойно там прогуляться, да. Не хочется вот этой мирской суеты, но не хочется никуда бежать. Устаешь, наверное, с возрастом просто устаешь от этой суеты и хочется тишины и покоя. Поэтому здесь вот посмотрите, даже у вас вот реально будут как будто вот прогулки в лесу, да, вот прогулки на природу. Это будет настолько вот гармоничное ощущение с этой женщиной. Это будет реально вот взаимная любовь, это будут серьезные отношения. А уже переведете вы их в брак, в законный, либо в гражданский, это уже будет зависеть от вас. Причем я вам скажу, что вы очень понравитесь ее родителям. Вот вы понравитесь, они даже увидят в вас какой-то вот именно мужской стержень. Не про тот стержень я сейчас говорю, о котором вы подумали. Про тот стержень именно мужской, да, потому что от некоторых мужчин веет, ну, такой, знаете, надежностью, вот таким сильным мужским плечом. И вот они как раз это плечо для своей дочери вот увидят в вас. Поэтому это тоже большой-большой плюс, когда вы даже нравитесь родственникам, там, либо же друзьям вашей женщины. Так, что же у вас еще? Ну, посмотрите, вы можете реально, да, вот если у вас будет желание, у вас однозначно может быть брак и семья.
Причем даже законный брак здесь проигрывается. Это не просто какие-то отношения. Смотрите, у вас еще идет, вот у вас даже как-то оно как бы взаимосвязано, да, вот эта женщина станет как будто талисманом вашим. У вас и финансовое положение вот в период ваших отношений начнет улучшаться. Это могут быть либо же кому-то долги отдадут, кому-то зарплату повысят, либо же на должность переведут другую, на которой будет получше зарплата. Ну, либо же вы смените работу. Ну, то есть однозначно финансовая составляющая, она улучшается. Причем, знаете, вот еще такой момент проигрывается, что вот с этой женщиной у вас как будто вот поменяется все в вашем доме, да? Вот если вы пока холостякуете, пока вот женской руки нет, вы можете, да, захотели там, брюки бросили куда-то, там носки валяются, ну то есть такой вот творческий беспорядок, что хотите, то и делайте. Вот она настолько вот создаст, эта женщина, уют в вашем доме, настолько это будет все гармонично, что вы сами будете диву даваться. Вот даже если вот у вас, допустим, простенькое жилье, если вы скромно живете, вы сами удивитесь, как тепло и уютно стало в вашем доме. Вот она так мастерски приложит руку к вашему вот дизайну в доме, либо в квартире. Она настолько привнесет этого женского именно уюта, куда реально хочется возвращаться. Потому что, ну, я думаю, вы все знаете прекрасно, что есть такие женщины, которым заходишь домой, да, а там уютом даже не пахнет. Там какой-то бардак, какая-то безвкусица, все так подобрано, ну, абсолютно из разных стилей, так скажем, да. То есть эта женщина абсолютная противоположность. Здесь все с гармонией, здесь все со вкусом, здесь все так подобрано, ну, знаете, вот, как говорят, тютелька в тютельку, да. Поэтому смотрите, ребят, вы не отчаивайтесь. Я понимаю, что вы вот, наверное, некоторые скажете, что вот говорить легко, да, а когда же она появится? Но опять же, у каждого своя судьба, плюс многое зависит от того, что вы делаете. Я уже не раз говорила и в своих видео, что для того, чтобы хотя бы познакомиться с новой женщиной, нужно что-то делать. Как говорят, ну хотя бы из дому выйди, да, ну пройдись хоть куда-то, хоть подними глаза на женщину, хоть улыбнись кому-то, смайлик пошли. На самом деле выбор колоссальный. Выбор женщин очень большой. Но вы же понимаете, что под лежачий камень вода не течет, не зря говорят. Поэтому, ребят, нужно действовать, тем более, что вы по своей природе, вы же завоеватели, вы охотники, мужчины. Вы, ну, как бы должны все-таки суетиться и завоевывать женщину. Не женщина вас будет но это все равно, что зайчик бегает за охотником, да, ну, это было бы смешно. Хотя у нас и такие женщины бывают, что они сами, если надо, завоюют мужчину. Главное не сопротивляться. Поэтому действуйте. Я вам всем искренне желаю встретить поскорее ту единственную, неповторимую, с кем вы забудете о всем плохом, что было в вашей жизни. С кем вы будете порхать от счастья. Глаза будут сиять. И вы наконец-то скажете, это она, это моя любимая женщина. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и всем пока!